Сегодня я не буду рассказывать о себе. Скажу единственное. Благодаря Стрэнджу я вышел в полулегальное положение. Та опасность, которая грозила мне, блокирована или частично снята. Я продолжаю делиться с вами историями об присутствии НЛО на нашей планете. Историями, в которых я косвенно или напрямую участвовал. Сегодня я хочу рассказать вам об экспериментах, которые ученые проводили над араидами, так называемыми серыми, и о вивисекции этих существ. Я и мое подразделение охраняло специальный блок на полигоне, о котором я уже рассказывал. И в этот блок периодически доставлялись гуманоидные существа, которых зачастую можно видеть в кинофильмах, посвященных инопланетянам. Да, в кинофильмах практически полностью повторен тот образ, который существует в реальной жизни. Откуда об этом знают кинематографисты, я сейчас не возьмусь говорить, но я хочу, чтобы вы понимали, властям или власть имущим известно все об инопланетянах, они напрямую с ними взаимодействуют. Итак, я начну сначала. На полигоне существовала специальная служба. Это была специальная медицинская служба, обладающая спецсредствами и медикаментами для оказания помощи пришельцам, потерпевшим крушение. У этих медиков были различные средства для различных рас и видов инопланетян. По идентификации корабля и по идентификации существ производился запрос, вылетала или выезжала специальная группа, которая извлекала инопланетян из-под обломков и пыталась оказать им первую помощь. На секретный полигон прибыла группа ученых вместе с военными. Это специальная была группа эскорта из военных, которые сопровождали вот этих вот инопланетян. Так или иначе, на территорию полигона были доставлены два серых, и один был мертв, второй был еще жив. Второго, который был жив, заключили в специальную камеру, накачали эту камеру каким-то газом, и это вот существо, оно стало пребывать, в состоянии такого, заморозки. Вивисекцию второго существа производили прямо в том же помещении, где находился вот этот вот замороженный первый серый. Что я могу сказать, что лично я видел? Я просто наблюдал за этим всем со стороны. Я находился за стеклом и нес патрульно-караульную службу. Таков был протокол охраны, потому что, атаки можно было ожидать как внутри, так и извне. Ученые свихивались с ума, военные свихивались с ума, открывали огонь по ученым, по препаратам, по рептилоидам, по серым, и приходилось это вовремя купировать. И все проходили медицинскую обработку, и я в том числе. Наверное, благодаря ей я и утратил свое здоровье, неважно. Врач сначала провел срединный разрез от грудной клетки до брюшной полости и стал один за одним вынимать внутренние органы. Если, допустим, я видел человеческую печень, селезенку, сердце, на картинках, хотя я и так ее видел, так или иначе, ничего похожего там не было. Там были червеобразные такие вытянутые трубки, которые, кстати говоря, шевелились сами по себе, как будто являлись самостоятельными организмами. Также было препарировано тазовая область. И вот здесь случилось самое неожиданное. Механизм подкачки инертного газа в куб с живым пришельцем, он или поломался, или нарушилась циркуляция, я не знаю, газ перестал накачиваться в куб. Это очень поздно заметили это именно в тот момент, когда из препарируемого серого из тазовой области извлекли эмбрион. То есть вот это существо, оно вынашивало эмбрион, оно было беременным.
В этот момент существо, которое находилось в стеклянном кубе, начало биться головой об стекло, пыталось разбить это стекло кулаками. Глаза черные, абсолютно черные глаза, не выражали никаких эмоций. Рот отсутствовал, но не производил никаких звуков. Но, тем не менее, оно пыталось этому воспрепятствовать. То есть, у него была какая-то связь со вторым вот этим серым. И, вероятно, он испытывал гнев из-за извлечения эмбриона. Каким образом они размножались, я не знаю. Половые органы у них отсутствовали. Но, как потом я разговорился с одним из ученых, в тазовой области этого серого, который вынашивал эмбрион, располагалась некая камера-капсула. Что-то типа яйца с гибкими, гладкими, полупрозрачными стенками. Возможно, эмбрион присаживался туда каким-либо образом, но также одним из предположений было то, что похищенные мужчины этими серыми используются для извлечения из гонад семени, которые впоследствии используются для оплодотворения их самок. Возможно, это было так, возможно, не так, я не знаю, я не ученый, я бывший военный, скажем так. После накачку газа в камеру с плененным этим замороженным серым, возобновили, он впал в ступор и снова замер, но не вивисекцию, а препарирование мертвого серого было продолжено. И что еще примечательно, из мозга этого существа извлекли кристаллическую структуру, которая тоже, как я узнал впоследствии, излучала и могла излучать и поглощать радиоволны. То есть, возможно, она использовалась для управления этими серыми, потому как я уже говорил ранее о том, что эти серые не являются самостоятельными существами, а являются биороботами другой могущественной цивилизации. Я не знаю, что это за цивилизация, Центаурусы или еще кто-либо, но они не имеют возможности телами перемещаться сквозь пространство и Вселенную. И они отправляют этих биороботов, контролируя их и видя их глазами. Ну вот что я узнал именно в тот день, это то, что они способны вынашивать плод, размножаться. И у них есть некие ячейки между, скажем так, существами, потому как... Хотя этот серый, который вот так бурно начал реагировать на извлечение эмбриона, он мог просто реагировать так не из-за любви или привязанности, а просто из-за того, что уничтожалось их потомство, их возможно, живая особь. Что было со вторым рептилоидом, я не знаю. Возможно, что он до сих пор пребывает там в замороженном состоянии, его исследуют, изучают его мозг, поведение, или через него пытаются выйти на контакт с этими центаурусами. Я сам лично никого ни к чему не призываю, я всего лишь хочу, чтобы вы знали правду. Исследование инопланетян и исследование их технологий производится прямо здесь и сейчас. Когда-нибудь, может быть завтра, может через год, может через 10 лет, но человечество обрушится этой информацией. И важно быть готовым к этому. Важно быть готовым к тому, что люди используются инопланетянами не только в добрых, скажем так, целях, а и в ужасных и пугающих. И этому потворствуют некоторые из людей на Земле. Будьте к этому готовы. С сегодняшнего дня морально воспротивьтесь этому и дайте Вселенной отказ на использование вас в качестве лабораторной крысы. Мы люди Земли, мы человечество. Мы имеем свободную волю и волю выбора. Только мы сами можем противодействовать тому космическому злу, которое может обрушиться на нас.